Друзья, привет! С вами Фувёныч, и мы продолжаем тему черно-белой фотографии. Продолжить этот путь в аудиоподкасте я решил после нескольких комментариев. Не только под последними видео про черно-белые фотографии, но и те, которые были сделаны предыдущими авторами. И суть разговора сводилась к некой такой сравнительной базе между монохромом и черно-белым. Даже если не смотреть в Википедии, что по этому поводу думает, я предлагаю вам вместе, друзья, пройти этот путь света с Фувёнычем, и задать вопросы, ответив на которые, мы сможем приблизиться к какой-то истине. Начнем с того, друзья, что первоначально фотография родилась как некое химическое действие между светом и материалами. Мы вспомним, конечно, Даггера, Тальбота, смеси на основе асфальта, который выцветал, первые пейзажи, которые были сделаны, портреты и прочее, прочее. За прошедшие множество лет технология фотографии изменилась. И от серебряной фотографии, которая была массовым в 20 веке, также различные вариации цветной фотографии, как слайды, так и негативная фотография с последующей печатью, привели нас на рубеже 21 века к так называемой цифровой фотографии, где существует еще пока устройство, но это пока временно, которое регистрирует цвет, но уже отсутствует как таковой промежуточный этап в виде бумажного или пленочного, нечто подобного промежуточного негатива или как такового позитива. И все это превратилось в некую трансформацию волны или корпускулы, как хотите, в нашем этом дуальном мире, который превращается из одного состояния в, опять-таки, корпускулярно-волновой дуализм на экране ваших устройств. Это планшеты, телефоны, компьютеры и прочее, прочее. Очень мало из тех людей, которые потребляют контент, в том числе черно-белые, смотрят и работают с непосредственным физическим продуктом, коим является распечатанное на бумаге, на ткани, на дереве и прочих материалах фиксированном физическом изображении. В основном люди пользуются электронными версиями. В Википедии, кстати, по этому поводу тоже упоминаются и кинескопные мониторы, и обычные мониторы. Так вот, давайте попробуем задать себе вопрос, что же все-таки такое фотография? Если обратимся опять к древнему греческому языку, от которого все это началось, так называемое сокращение русскоязычная светопись, или фото, от слова фото, свет, свечение, и графос — это пишу, рисую, все что угодно. Можно ли рассматривать современные камеры как фотографии? Да, конечно. Можно ли рассматривать айфоны? Да, конечно. Можно ли рассматривать какие-то другие устройства с регистрацией световых лучей? Конечно, да, это все фотокамера. Но все-таки, что же такое черно-белая фотография в том виде, в котором мы ее знаем и о котором мы рассуждаем? И все-таки чем же отличается она от монохрома? Опять-таки, если вернуться к греческому языку, это будет моно, единый, один-единственный. И хром — это цвет, то есть один цвет. Мы с вами как раз обсуждали, и я благодарен вам за ответы на вопросы по поводу того, существует ли в реальности цвет. Большинство, конечно, людей поняли, что цвета никакого не существует. Некоторые еще находятся в неведении и считают, что наш механизм восприятия мира является единственно верным. Но приборы нам об этом не говорят. Молчат нам об этом и камеры, поскольку нам приходится добавлять в них специальные фильтры, чтобы на выходе интерпретировать картинку наиболее удобную для восприятия человека. Отсюда многочисленные артефакты цветовые, отсюда споры фотографов и просто инженеров о цветовой коррекции, отсюда градации цвета, количество градаций цвета в битах, в других единицах, динамический контраст и прочее, прочее. Но, друзья, давайте все-таки переместимся от нашего современного мира опять вновь на старые первые принципы фотографии.
До того, как фотография превратилась в двойной процесс, это, грубо говоря, съемка, получение негатива и потом позитива, что стало самым массовым, фотография была однотипным преобразованием. Так называемые дагеротипы или так называемые коллоидные версии, где изображение получалось единожды на одном материале с использованием коллоидного раствора. Вы знаете, что это такое. Ну, это некая взвешенные частицы, в которые добавлялось... Я, кстати, записывал видео по поводу гумиарабиковой печати. Очень интересное, где вот этот коллоид используется гумиарабик. Это смола аравийской... Ой, забыл, как растение называлось. Подскажите. Ну, вы поняли, о чем речь, да? Акации, конечно, акации. Ну, давайте вернемся с акацией. Так вот, однотипный, да, односторонний процесс, где получается единая картинка, требующая, конечно, заднего или затемнения, или какого-то материала, который позволил бы вам увидеть этот негатив, но в позитивном ключе. Вы рассматриваете картинку, появившуюся на пленке, да, или на стекле. То есть, где вы можете своим глазом обнаружить оттенки одного цвета, да, серого цвета. Серого цвета глупо звучит, белого цвета или черного цвета. Тоже, видите, опять мы утыкаемся в какие-то препятствия, которые не позволяют нам, грамотным людям, отыскать, да. Ну, Фавинович безграмотный человек, поэтому он не понимает разницу между монохромом и черно-белым. Но дальше, если мы двинемся в процессе развития фотографии и перенесемся на технологии позитив-негатив, будь то черно-белое или цветное, мы обнаружим следующие вещи. Во-первых, свет проходит через объектив. Это первый этап преобразования, трансформации света. На этом пути он встречает многочисленные преобразования свои, как в цветовом спектре. Если мы рассматриваем такое понятие, как цветовой, на самом деле это волновой спектр. Благодаря разным границам между линзами, воздухом и, соответственно, впоследствии просветлению, да, таким пленкам, которые тоже изменяют эту трансформацию в разном диапазоне. Мы сейчас говорим только о видимом спектре, друзья, изначально. Дальше он попадает куда? Попадает он или между линзовый затвор центральный, или шторный затвор, который закрывает. Это тоже, в свою очередь, влияет на смещение спектра, изменение его, потому что имеет уже действие некое с подвижной системой, которая тоже влияет на волновые системы. Я об этом рассказывал, о отличии центральных затворов, шторных и прочих, электронных. Но сегодня не об этом. Ну и после этого попадает на пленку. Что же собой представляет собой пленка? Пленка – это целлулоидная основа, которая не имеется полностью прозрачная, она имеет некий градиент, и она абсолютно не полностью прозрачна. На нее нанесены, в зависимости от уровня пленки, множество слоев. Это может быть просто коллоидный слой того же самого раствора галогенида серебра, или в случае слайдов или негативной пленки несколько слоев чувствительных к разному цвету. Дальше процессом химической обработки все это выбеливается, вымывается и остается некое такое в черно-белом варианте серо-черная картинка без наличия белого. И заметьте, обязательно, кто видел пленки, он знает, что белого цвета на пленках не бывает. В принципе не бывает. Он всегда или серый, или черный, или градация серого-черного. Ну и в цветной то же самое. Мы видим красные оттенки, оттенки зеленого, ну и оттенки, еще несколько оттенков, которые в основном преобладает именно целлулоидная основа, она коричнево-красного цвета. То есть чисто белого цвета мы не имеем. Чисто черного цвета тоже нет. Что же дальше происходит? Дальше вы видели и слышали, что есть специальные увеличители, на которых это печаталось. В цветной варианте требовалась коррекция с помощью светофильтров. Есть даже такой объектив Вега-22, где уже интегрированы эти светофильтры. Ну и цветовая коррекция требовалась в любом случае, поскольку даже если вы попадаете в динамический диапазон, который в слайде очень узкий, в негативе чуть пошире, то вы все равно приходите к тому, что цвета искажаются. Вам нужно их корректировать. Корректировать химическим методом им невозможно. Корректируется именно светофильтрами.
Что произошло в 90-х годах? Появились массовые автоматы, которые смогли сделать массовым цветную печать. Фотографии были яркие, красивые, но за этим стояла очень кропотливая работа самих автоматов, в том числе и с корректирующими светофильтрами. Перенесемся в цветную цифровую эпоху начала 21 века, ну и время, которое сейчас. Что мы имеем? Мы имеем те же самые камеры, большинство из которых имеют до сих пор все-таки затвор, хотя это считается уже архаичным устройством. Переход на электронный затвор — это уже более интересно, я считаю. Но остается нерешенная проблема. Что же является приемником в современных камерах? Опять те же самые с фильтрами матрицы, только теперь это из кремния, которые реагируют на свет и выдают электрические сигналы. Именно электрические сигналы, которые имеют размах по напряжению. Ну и как же их отделить, да? Что же получаем на выходе? На выходе мы получаем некую последовательность сигналов, которые потом методом модуляции преобразуется в удобоваримый формат для компьютеров. Это форматы JPEG, TIFF и прочее, прочее. На самом деле ROS формат, если вы внимательно изучите, что он из себя представляет, это совокупность данных, которые вообще не связана ни с пространством, ни со временем. То есть это просто такой, как отпечаток, можно сказать, некой голограммы, которую можно расшифровать. Цифровой код. Вот что мы имеем. Если там белый или черный цвет, конечно, нет. Их нету там в помине. Во все камеры вводятся агрессивные специальные механизмы, программные, которые позволяют извлечь этот белый цвет, извлечь этот черный цвет. Опять мы приходим к тому, что никакого как такового монохрома, никакого так называемого черно-белого или просто точного черно-белого цвета не существует. Это все рисуется вот этими системами, которые преобразуют свет. Существуют ли реальные преобразователи, которые позволяют вам видеть без всяких этих преобразований? Разумеется, это наши глаза, друзья. Они тоже имеют преобразования. Если вы внимательно изучали биологию, то даже в 20-м, в конце века, знали, что есть так называемые колбочки, палочки, которые имеют разные свойства и разные способы регистрации, как освещенности, так и цветности. Ну, по этой причине у нас есть масса артефактов, которые вы можете сами проверить в вечернее время. В вечернее время большинство людей на нашей планете цвет не различает. По этой причине. Точно так же по этой же причине цифровые камеры, которые имеют низкую чувствительность или имеют какие-то очень мелкого размера ячейки, тоже очень плохо различают цвет. Поэтому приходится корректировать все это. Вот такие сегодня у меня длинные получились вопросы к вам, но я надеюсь, что вы, может быть, какую-то суть уловили, и мы непременно продолжим разговор про черно-белую фотографию. Так вот, напишите в комментариях, с чем вы согласны, что вы считаете абсолютным бредом, или, может быть, какая-то доля сомнения у вас закрадется в то, что я вам сегодня рассказал. В любом случае, благодарен, друзья, за поддержку канала и за все хорошее. Желаю вам отличных кадров. С вами был Флавионыч. А сегодня у нас отличная погода. В том числе и для монохрома.